Всем привет, и мы продолжаем проходить Ведьмака, и задание у нас кабаре. Народ посходил с ума. Мускулистые бедра. Не знаком. Мы живем в материальном мире. Я уже боюсь пробегать, и народ визжит, пищит. Ну не заварил ты кашу в этом самом Локмуине. Я? Нет. Один раз так набрался, что из Хватит с меня. Встретиться с Лютиком шел феей розмарине. Посмотрим, что он нам там расскажет и что у нас будет. Ну-ка. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, 2 сломанных колена значит гораздо больше 1000 слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. В чем дело? В чем дело? Да ни в чем. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться. Правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое? Герцог, ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Твои друзья. Что это за типы? Этот, надутый как рыбий пузырь, герцог. Говорят, собрался стать новым ублюдком-младшим. Только ему для этого много чего не хватает. Денег, влияния, людей, класса, да всего. А тот второй? Граф, сволочь каких мало. У меня волосы на жопе шевелятся, как я его вижу. В Махакамской шахте мы таких впереди бригады со связкой барбарита посылали из подтекающей лампой. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все Ну-ка. лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Ну давай. Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингилии Виго из Энгрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. И где их достать? Герцог вот пытается, да тоже без толку. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед. Где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. Гвинт? Спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Угу. Так, это нам задание подсунули. Опасная игра.
Так, ну это Гвинт. Пойдемте в кабаре с Гвинтом, пока подождем. Дешевые девки, разбавленное вино. Давайте. Это наследство. Не я его выбирал. Зато от тебя зависит, что ты с ним будешь делать. Знаю. Поэтому я и люблю. Скидку за эти твои геройские подвиги. Скажи-ка, В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и брынчала. Ты представляешь? Назвала меня брынчалой. Мне Бринчала. все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, а лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может, можешь стать приятелем? Так. Кабаре. Почему тебе вдруг вздумалось открыть кабаре? Да я годами об этом мечтал. С того самого дня, когда мы были в кабаре в Оксенфурте. Помнишь? Там еще танцовщица висела на люстре. И когда она уже была вверх ногами, то позвала тебя и... Помню. Ну вот. На люстре. Тут будет еще лучше. Я обещаю. Ну, то есть, конечно, если мне удастся достать средства на ремонт. Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой, с Холастикой. Ее отец купец, возит пряности из Зарекания. И ни в чем доченьке не отказывает. Угу. Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся. Ага. Так вот, зачем я купил ту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори, в чем дело, а то я чувствую, у тебя уже готов целый план. Да, после нашего внезапного расставания Схоластика на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит. А потом даст взаймы. И все, это Чем все, я что тебе тебе помогу? нужно. Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома с Сцену разыграем. Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Эрен. А ты что будешь делать? Мне надо еще кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернешься с мечом. Тогда я тебе все расскажу. Ну, давай. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч, мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома Схоластики. А старик Нуман в прошлый раз мне подарок. Так, слушайте, вот здесь вот наш сундук, дайте-ка я выложу. Вот это вот. А чё не отображается? Кстати, вот это... Ну, я выложил, ладно, пускай. А это продать надо. Ну-ка. Этот клинок получше. Ну-ка. Сила атаки. Ну, давайте впихнем камни. Чё, мне этих камней много? Выбить из равновесия. А это чё? Кровотечение, ну пускай.
Кстати, болты это... Как пить дать, чем Ну, пойдемте. Сыграем сценку. Что он опять задумал? Можно было бы, конечно, дать взаймы, но интересно посмотреть, что будет, кстати. Что за торговец? Ой. Ой. Давай, снимай кошель. Купец. Оставьте его в покое. А ты еще кто такой? Шпик из храмовой стражи? Нет. По крайней мере, я попытался. В Я смысле? любитель мира и порядка. Тогда ты ошибся городом. Это вы совершаете ошибку. Оставьте его в покое. А если нет? С этого человека вы ничего не получите. Его лавка тонет в долгах. Ты прав. Да он и по виду на нищего смахивает. Я бы попросил. И что я к нему прицепился? Наше почтение, до свидания. Пойду почищу зубы. Правильно. Чистота — залог здоровья. Иди домой, уважаемый. И не гуляй здесь больше. Так и сделаю. Благодарю за помощь, господин. А у тебя купить можно? Ой. Ничего нельзя купить, такое маленькое задание было. Ну ладно. Квест какой-то тайный нашли, видите? Замечательных. Тоже хочешь подзаработать? Не знаю, может он с той девушкой померит, И что же случилось с конечно. этим целителем? Я шел себе, ковырял по своим делам. Отлично. Ну, нам сюда. О, сцена. Актриса. Тебе пригодится. Видал ты этих бедолаг, что с Велиной? Ирен. Рада тебя видеть. Мы уже все У меня спрашивали. просьба. Я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать? Прошу. Не-не. Благодарю. Постараюсь его не повредить. Будьте здоровы. Даже не собирался. Проголодалась. Как говорится, бар должен быть О, кажись, я же штаны остал. Милый, а что у тебя такие седые волосы? Ну, пойдемте сыграем сценку, поможем Лютику. Так, нам сюда, да? Храниться надо. Ой, ой. Ну ладно. О, наконец-то! Послушай, план такой. Схоластика обожает авантюрные романы. Если я спасу ее от разбойника, то стану в ее глазах героем. Она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Ты серьезно? Это и есть твой гениальный план? Ну, я никогда не говорил, что он гениальный. Ну, лучше хоть какой-то план, чем никакого. Я уже написал твои реплики. Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот. И маска. Надень ее, чтобы Схоластик тебя случайно не узнала. Но... Нет времени объяснять. О, Схоластика идет. Действуем по плану. Утром встретимся в Шалфее. Чувствую, она разбор полетов устроит.
Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Сегодня не твой счастливый день. Гони кошелек. Не так быстро! Брось меч, мерзавец! Это твой Актера. единственный и последний шанс. Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Пурпурный. Скорее, пурпурный балабол. Молчи, каналья! Или пожалеешь, что родился на свет. Чё, драться? Ой. Он попал в меня! Быстрее домой! Там он нас не достанет! А, так было? Ради вечного огня! Чего ты от нас хочешь? Оставь нас в покое! Серьезно? Этот висельник наверняка сейчас исчезнет. Он же не хочет попасть в руки стражников. Ты же не хочешь? Забавно. А если я по бумажке бы читала бы, это было бы совсем бы наиграно, наверное. Она бы могла раскусить бы, наверное, нет? Так, встретиться с Лютиком. Замечательно. А когда ты последний раз мыл голову? Не пугай порядочных людей. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Красавица. Красавец? Да, Геральт красавец. Я всю семью уже похоронил. Сына черный убили. Так, все. А старик Нуман в прошлый раз мне подарочек оставил. А где? Мне он никогда ничего не дарил. Чё? А, ну да, спасибо. А где Лютик-то? Это я-то не умею. Для этого тоже нужен талант. И характер. Поцелуй меня. А ты всегда носишь такие штаны в обтяжку? А где Лютик-то, блин? Серьезно? Какая-то ошибка. Вы пришли слишком рано. Договорились на сегодня. Вот мы и приехали. Материал привезли. Рабочая сила рвется в дело. Только вы, госпожа начальница, будьте так добры выбрать декор. И мы начнем уже наконец. Но Лютику даже не из чего вам заплатить. А ремонт? Кажется, уже есть из чего. Или скоро будет. Во всяком случае, он над этим работает. Ну, все путем. Решайте уже, наконец, в каком стиле желаете иметь интерьер. Почему ты спрашиваешь у меня? А из чего выбирать? Мастер Лютик говорил, что думает между стилем будуара и театральными декорациями. Но к нашему приходу непременно решит. Мы уже здесь, а решения как не было, так и нет. И госпожа еще в таком удивлении, что должна что-то выбирать. Хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался. Для меня? Так ведь не для меня же. Решайте уж наконец, а то меня сейчас контракте хватит. Не знаю, что больше понравится Лютику. Геральт, ты знаешь его дольше? Скажи что-нибудь. Кабаре тоже театр, пусть будет театрально, как кабаре больше подходит атмосфера будуара. Лютик делает это для тебя, тебе и выбирает. Ну пусть она и выбирает. Может, мы знакомы дольше, но ради меня он ни разу даже носков не переодел. Не говоря уже о том, чтобы устраивать ремонт. На самом деле он делает все это для тебя. Значит, тебе и решать. Будуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным, но в то же время с острыми коготками. Именно таким и должно быть кабаре. Вот и ладненько. Наконец-то! Ребята, кончай перекур за работу!
А я могу эти что взаймы ему дать? Вижу, с этим кабаре все серьезно. С тех пор, как он получил это место, он только и говорил о кабаре. Но я даже не думала, что он перейдет от слов к делу, тем более так быстро. Может, теперь он даже остепенится? В конце концов, ему придется приглядывать за делами. Вот это было бы зрелище. Ага. Вопреки тому, что о нем говорят, у Лютика очень рациональный подход к жизни. Рациональный. Это правда. Он старательно придерживается принципа, что, чтобы хорошо жить, нужно хорошо развлекаться. Не смешно. Я не шучу. И в этом принципе нет ничего дурного. Лютик просто умеет радоваться жизни. Но при этом он ответственный. Он всегда платит вовремя всем, кто здесь работает, ни разу не завалил ни одного выступления. Хорошо бы, чтобы вашей премьеру он тоже не завалил, а то его все еще нет. Он говорил, что раздобудет денег и забежит к Полли, нашему хореографу. А то она в прошлый раз не пришла на репетицию. Надеюсь, он не вляпался в очередные неприятности. Не знаю, не знаю. Все возможно. Скажу его, поищу. Пойдемте. За это вообще деньги платят. Да, да. Ну и вот. Мутант. Так. Ты вообще кто такой? Ну-ка. Здравствуй. Здравствуй, Гер. Так. Кстати. Сделай для меня... По мечам давайте. Школа волка. Школа медведя. Вот 30 уровень. Вот какой меч мне нужен. Ой, а он меньше? Будь здоров. Подождите. Он меньше, чем то, что у меня есть. Найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам Новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Все, пошли искать. Не буду я тратить. За это вообще деньги платят. Традиций. Разложение морали. Теща моя, супруга. Чего ты здесь ищешь, злодей? У кого же сегодня денег хватит на ведьмака? Так. О! Лютик. Что случилось? Что за крики? Полли ссорится со своим женихом-придурком. В этом городе только она разбирается в хореографии, а этот баран не позволяет ей на меня работать. Почему? Погоди, а что ты тут, собственно, делаешь? Мы должны были встретиться в Шалфее. Должны, но тебя не было. Присцилла начала волноваться, и я пошел узнать, что с тобой. Она волновалась из-за меня? Это так мило. Для нее, в отличие от тебя, не слишком, так что идем обратно. Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле. И почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Закономерность. Отойди, я выбью дверь. Погоди, может, не будем сразу разносить ее дом?
Где-то здесь у нее был запасной ключ. А чё, раньше ты не мог Откуда ты открыть? знаешь, где у нее запасной ключ? Ну, мы ведь не вчера начали вместе работать. Еще до того, как Полли сошлась с Хубом. Ты частенько ее навещал? Я торчал здесь, когда Присцилла репетировала с Полли в Шалфее и Розмарине. Девушки работали над танцевальными номерами, а я сочинял музыку. То есть Полли — это не одна из твоих... Я не смешиваю личную жизнь и работу. Если речь не идет о Присцилле. Присцилла, как ты мне только что сообщил, волнуется. Так что хватит болтать и давай искать ключ. Ладно, давай искать. Холера. Ну чё, вот здесь. Найдем? Тут его нет. Под ковриком нет? Пакость какая. А вот. Тут его нет. Да все, я уж поняла, что он тут. Нашел что-нибудь? Тут его нет. В смысле? Вот и ключ. А, вон в окошке. Стоят. Ну, видно их, вон стоят. Холера. Где он там был? О, какого дьявола? Убирайтесь из моего дома! Смени тон и оставь эту женщину в покое. Это моя невеста. Но не твоя собственность. Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе. Минуточку, минуточку. Вижу, тут произошло ужасное недоразумение. Я вам сейчас мигом все объясню. Засунься в жопу свои объяснения, понял? Убирайся отсюда, или я тебе рожу расквашу. Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его. Или мы поговорим по-другому. Ну ладно, говори. Хуби, верно? Поля много о тебе рассказывала. Она говорила, что ты эрудит, что ты всегда открыт к новым идеям. Ты так говорила? Ну, правда, я человек открытый. Но моя открытость заканчивается там, где моя невеста начинает вилять попой по борделям. Да это не бордель. Оба! Поля никуда с вами не пойдет. Дай ему закончить. Речь вообще не про бордель. Видишь ли, приятель, Геральт верно говорит. То, что лежит на столе, это старый план. Старый? Очень. Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек. Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства. Мне репутация не позволяет. Так что ты вообще тогда затеял-то? Твоя невеста классная артистка, и я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта. Она будет хореографом, а это означает процент от каждого представления, которое я ставлю. Значит, деньги? И слава, и никакого виляния попой. Вот тебе мое слово. Ну, раз так... Я знала, что ты согласишься. Значит, решено? До встречи в Шалфее, Полли. Ну вот и хорошо. Ну, я побежала. Я тебя догоню. Фух. Я думал, что будет хуже. Ну, можно было просто в морду дать. Неплохо ты все устроил. Когда ты назвал его Молодец. эрудитом, он окончательно обалдел. Самое важное в переговорах — быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить. Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латраку. Я давно заказал ему новые плакаты, а у Хуби все равно была старая версия. Сейчас кому-то придется долго объясняться. Кто такой Латрак? А ты о нем не слышал? Генрих Латрак, известный художник-портретист. Ты заказал рекламные плакаты у портретиста?
Это мой старый знакомый. Ему как раз были нужны деньги. Я решил, что для нашего первого представления плакаты не помешают. Зрительный зал сам собой не наполнится. Так, я схожу к художнику, а ты возвращайся в Шалфей. А то Присцилла намылит мне шею. Правда? Сходишь? Еще минута, и я намылит перейду. мне шею. Говори, где он живет. В портовом квартале. Я скоро вернусь. Так, портовый квартал, хорошо. Баба моя и не поверит. А денежка какая-нибудь найдется? Ой. Сам не знаю. Эй! Много людей тут ходит. И вообще кто такой? О. Торчок. Теперь торчок. Лучше исчезни отсюда, колдун. Я ведьмак, а не колдун. Чё сразу? Бандит? А где наш художник? Я ищу некоего Латрека. Не ты один. Этот сучий низушек в долгах у половины города. А я как раз собираюсь получить свое. На всех тут не хватит, так что убирайся отсюда. Кто успел, тот и съел. Ты не будешь его грабить. Вот тебя забыл спросить. А ну-ка дай ему, Фред. Драка! Да блин. Ну, сколько мне еще ждать? Да нечестно. О. Но. Какое? Ай, больно. Вот так у тебя. Коленки прям. В лоб. Правда, это больно? Наверное. Чего тебе нужно-то? Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. А Латрек? Где он? Небось там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у Вигельбудов. Увидишь, а мог бы сказать все сразу. Ну вот. Это же мне вообще туда переться далеко. Блин, так и знала. Я вам говорю, что этот город сам себя пожирает. Не крутись тоже. Что ты несешь, брат? Последний раз приказываю. Давайте неправедные книги. Так, вот сюда прям. Кстати, там опять объявления появились. Горит желтеньким опять. Ну-ка. Подождите, это распределить скачек. Мне вниз надо. А вот так. Ты Латрек? Генрих Латрек. Художник, банкрот и жертва искусства. К твоим услугам. Меня прислал Лютик. Да. Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности, в тайнике. Но сходить за ними я не могу. Мой дом захватили бешеные кредиторы. Ну, я их это разогнал. Я даже встретил. Ну вот, видишь?
А вдобавок граф де Лувертен дал мне шанс отыграться и хочет со мной поспорить на все мои долги. Не у каждого хватит денег на такой благородный жест. А у де Лувертена-то хватит. Это младший сын герцога Сальма, а его семья торгует драгоценными каменьями. Одним долгом больше, одним меньше. Для него разницы нет. Ты чего ты огорчаешься? У тебя есть шанс одной ставкой расплатиться со всеми долгами. Последнее время у меня черная полоса. Если я соглашусь на предложение де Лувертена и проиграю, то до конца жизни буду к нему привязан. Ну, давайте 200 монеток. Я не хочу скачки. Выплачу, давайте. Я могу выплатить твой долг без всяких дополнительных обязательств. Спасибо. Я не ожидал. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Мне лень скакать. Ну, скажем, на время скачку. от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, теперь можем идти за плакатами? Я принесу их в шалфей и розмарин, как только все утрясу. Договорились. До встречи. Спасибо. Так, ну все, возвращаемся. О, наковальня. Вот это я, кстати, не ожидала. Вернуться к Лютику. Веди себя прилично, удались. Ты это видишь? Вот О! Сегодня торжественное открытие. Гвоздь программы — выступление двух великих звезд. Ну-ка, ну-ка. И Присцилла. Ну-ка, ну-ка. Я уже говорила. Ну вот, вижу, бригада без дела не сидела. О, смотрю, сделали что-то. Ну, получилось... хотя я думал о чем-то более... ну, понимаете, в театральном стиле. Тебе не нравится? Я думала, будуар придется тебе по вкусу. Так это ты выбирал? Я вовсе не говорю, что так плохо. Просто я все иначе себе представлял. Знаешь, если задуматься, то ты права. Да, стиль будуара прекрасно подходит к кабаре. А что с Латреком? Ты принес плакат? Латрек сказал, что сам их занесет. Отлично. Это будет лучшая реклама для Хамелеона. Надеюсь. Ты не говорил, что хочешь сменить название? Шалфей и розмарин совсем неплохо, но это напоминало ресторацию с темерской кухней и с официантками в народных костюмах. Хамелеон больше подходит к кабаре, ну и явно намекает на то, что характер самого места изменился. Потом Хамелеон и звучит как лучше. Ага. Что с хореографией? Вы приготовили что-то особенное к открытию? Скорее не мы, а Оль. Она просто сокровище. Прибежала сразу, построила девушек. После премьеры публика на коленях будет рыдать от восторга. Я уверен. Надеюсь. Ну, кажется, все готово. Когда открытие? Скоро. Через час генеральная репетиция. Я только заскочу домой за платьем. Через час уже? Клево. Спасибо за все. Пожалуйста. Кажется, моя мечта о кабаре вот-вот исполнится. Может, отметим? Я угощаю. Давай. Почему нет? Вот это я понимаю. Мастер говорил, что ты разговаривал с Присциллой. Разговаривал. Она
говорила что-нибудь? А ему нравится Присцилла? Говорит, что ты толстый, смердишь. Хвалил твою рациональность. После разговора с ней я сделал вывод, что она не вполне нормальная. Что? Что ты ответственный и твердо стоишь на земле. Ты меня разыгрываешь. На этот раз нет. Это интересно. Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Ее так раззадорило это наше представление, что мне 4 часа пришлось читать ей «Плащ и шпагу». Серьезно? То есть вы не... Да ты с ума, что ли, сошел? За кого ты меня принимаешь? Ну, конечно. А ведь знает, как важно для меня это плечо. Я дело знаю. Может, она прихорашивается как-то по-особенному. Это требует времени. Да. Женское тщеславие не знает границ. Почему тщеславие? Мастер Лютик! Присцилла! Она... А что с ней? Говори уже! Она тяжело ранена. Кто-то на нее напал и ранил. Ее забрали в госпиталь Вильмерии. А что случилось? Ранил? Я иду. Геральт, сходишь со мной, пожалуйста? Конечно, пойдем. Что такое? Кто напал? Я плохо помню эту миссию, честно, но интересно все выкручивается. Боги. Присцилла. Кто ее побил-то? Она же будет жить. Наверняка. Состояние тяжелое, но стабильное. Простите, вы ее родственник? Родственник? Нет, друг. Очень близкий друг. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Иоахим фон Грац, начальник хирургического отделения. До недавнего времени лектор Оксенфуртской академии. Интересно. Хватит этикета, что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга, отек, надрез на горле. Внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Ее напоили какой-то кислотой. То есть это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причем не первое. Откуда такая уверенность? Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе в Мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем. Так, у нас убийца нарисовывается. То есть Присцилла тоже могла... Этим кто-то занимается? Это Новиград. Здесь на кострах горят только невиновные. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой 100 неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Конечно, найдем. Пойдем подумаем, что делать дальше, потому что... Я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упоминал. Вскрытия еще не было, но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след. Чему вы удивляетесь, господа? Вот так вот кабаре Как врач занялись, я и знаю, все это насколько в убийство важна переросло. профилактика. Офигеть. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить, как опухоль. С тем только, что опухоль, как ты верно ее назвал, не будет спокойно ждать, пока ее удалят. Спасибо за помощь. А ты, должно быть, не знаешь, во что ввязываешься. Прекрасно знаю и уверяю, что смогу за себя постоять. Легко такое говорить, особенно если всю жизнь держишь в руке скальпель, а не меч. Ты так жестко. Взгляните на этот шрам. Знаете, что оставляет такие следы? Истень. Или Моргенштерн. Думаете, Моргенштерн. меня ударили за операционным столом? Моргенштерн. Нет? Повторюсь, я знаю, что делаю. И хочу помочь. Хорошо. Меня пустят в Мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами.
И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Пойдем. Да, готов и заинтригован. Я достану его, Лютик. Будь это хоть самый иерарх Хемельфарт. Спасибо. Идите вперед. Так какую профилактику ты проводишь в каналах? А вы подумайте. Вместо того, чтобы сшивать очередных жертв утопцев, не проще ли решить проблему еще в зародыше? Я пробовал привлечь в каналы стражу, но без результата. Тогда пришлось взять дело в суд, слышите? Уже давно слышу. Готовь оружие. Утопцы. Ну, опять эти. Что, драться расхотелось? В морг идем сейчас, ребят. Ого, водная баба. Блин, тебя еще не хватало. Семь штук я вкачала. Короче, горит. Вау. Блин, она меня плюнула. Ага. Блин, мужик, отойди от нее, она горит. Вот дуриня. Что это было? Монстры что-то набежали, смотрю. А чё они набежали? А мы тут не были, да? Чё? Могу продуть. Только говори прямо, без намеков. Раны затянутся, но что будет с голосом, я не знаю. Вы, блин, наверное, голос. понимаете, что для трубадура это страшный удар. Конечно. Такой, от которого можно потерять волю к жизни. Ты можешь как-то на это повлиять? На это может повлиять только Что ваш за друг, место? Лютик. А где я? По лестнице. А почему у меня скикнуло задание? Так, во, смертные дырки. А, у меня закончилось одно задание, началось другое, да? А что? Ты куда-то спешишь? Кто-нибудь может нам помешать. Например, Корон. Или преподобный Натаниэль Пастух. Итак, куда я пришла? Нам нужно тело краснолюдского плотника. Попробуем его найти. А, мы все правильно пришли, да? Миленько. О, это морг, гляньте. Так вот, краснолюд. Мозоли на пальцах, опилки в бороде, одежда липкая от смолы. Должно быть он. Великолепно. Надо думать, вам не сделается дурно от вида крови. Нет. Начинай вскрытие. С чего начнем? Смотрим голову. Волосы воняют гарью, будто он был на пожаре. Больше ничего примечательного? То, что ему выкололи глаза, вас не интересует? У него действительно обожжены глазницы? Да. Здесь какая-то серая пыль. Пепел. Очень мелкий. Убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли. Жесть какая, зачем? Похоже на то. Судя по виду ран, плотник при этом был еще жив. На живую делал, охренеть. Смотрим рот. Роги, волдыри. Как у Присциллы.
Угу. Видишь? На горле надрез. Действительно, он едва заметен. Его сделали маленьким, очень острым предметом. Скальпелем? Но зачем? Рана слишком мала, чтобы вызвать кровотечение. Но есть следы отека. Убийца... Должно быть, он сделал трахеотомию, чтобы жертва не умерла слишком рано. То есть он медик. Ну, обладает навыками медицины. Осмотрим корпус. Так, что у нас здесь? Ну, умеет орудовать вот этим всем. Глубокая Это рана простой с человек левой это не стороны сделает. грудной клетки. Если он не умеет. Шрам через весь живот. Посмотрим, что за рана. Действительно, сердце было вырвано, края раны прижгли. Погодите-ка. Здесь что-то еще. Это интересное задание. Что это? Яйцо какого-то присмыкающегося. Саламандры? Обожженное, но целое. Я бывал Саламандра на и лекциях по яйцо? герпетологии. И не припомню, чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах. Значит, или профессор Кохран глубоко заблуждался, или это дело рук нашего убийцы. Посмотрим на шрам. Рана длинная, узкая, отрезанного удара. Но края неровные. Это не важно. Смотрите. Нет ни опухоли, ни синяков. Это старая травма. Похоже, несчастный случай на работе. Угу. Вскрывай брюшную полость. Предупреждаю, будет сильно пахнуть гнилью. Не Я впервые. как-то дрался с Ригером, стоя по пояс в говне, так что не думаю, чтобы... Стой. Это что за запах? Мгм. Формалин. Медицинская новинка. В малых концентрациях замечательно консервирует ткани. В больших разъедает их, как кислота. Это объясняет, почему нет запаха разложения. И почему обожжены глотка и пищевод. Смотрим ладони. Борозды. Это следы от веревки, так? Его связали. Как и следовало ожидать. Никто не выдержит таких пыток, не будучи связанным. Знаешь по опыту? По опыту жертвы. Я провел год в застенках Третагора. Но это долгая история. Тогда лучше в другой раз. Смотри, видишь след? У нашего краснолюда было кольцо, но кто-то его снял. Бедолага. Такой Видишь страшной что-нибудь смертью интересное на умер, ногах? конечно. Щиколотка Живые правой глаза ему ноги там распухла, вышли. ногти поломаны. Должно быть, он очень сильно ударился копытами, прежде чем их отбросить. Не уверен, что сейчас подходящий момент для шуток. Простите, у нас, врачей, несколько иная чувствительность. Угу. И скверное чувство юмора. Гениталии. Осмотрим его гениталии. Сомневаюсь, что они относятся к делу. Ну, Надо проверить. Стяни с него штаны и... Холера. Ну, а Скорее что делать? сифилис. Ранняя стадия. Сифилис? Сыпи еще нет. А, да Это что? может быть связано с... Ну Разве ладно. что еще один возможный мотив для убийцы. Хорошо. Довольно. Я уже знаю достаточно. В таком случае просветите меня, а то я до сих пор понятия не имею, в чем дело и какой мотив у убийцы. Ритуальное убийство. А я не знаю. Как я могу понять? Ну, судя по тому, как его пытали, бедолагу, его же связывали, это либо месть, либо это секта какая-то, ну, ритуальная, можно предположить, что что-то он делал. Либо наказание, либо ритуальное.
А может быть, он просто псих, и у него мотива нет. Да, мы еще пока ничего не знаем. Мы только осмотрели труп, а больше мы никаких улик, ну, не нашли. Так что... Прости, но пока я не хотел бы делиться выводами. Понимаю. Тайна следствия. Но вы скажете хотя бы, что намерены делать дальше? Надо бы осмотреть труп еще раз. Ты знаешь, как его звали? Еще раз? Фабиан Мейер. О. А я Губерт Рейк, коронер. Пришел сюда провести аутопсию, но вижу, Йоахим, что ты меня выручил. Как всегда, лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других. Ты чё наезжаешь? Студент, 3-й курс. У меня к тебе несколько вопросов. Ладно, слушаю. Только быстро. А то преподобный Натаниэль как раз пришел с инспекцией. Сейчас он будет здесь. Вы старые знакомые? Губерт учил меня основам медицины. Достаточно давно. И недостаточно хорошо. Потому что некоторых правил ты до сей поры не усвоил. Например, что долг врача лечить, а не спасать мир. Ты ничуть не изменился. Это комплимент? Скорее, констатация факта. Мне не нравится он. 30 лет, и ты ничуть не изменился. А, подождите, это учитель его? Ничуть не изменился в плане постарел? Или в плане 30 лет? Ему сейчас внешне 30 лет. Ничего не понимаю. Где нашли тело плотника? Это важно. Вы ведете следствие? Как увлекательно. Он погиб в собственной мастерской, к югу от рынка. Сразу у ворот на застенье, где напали на эту бедную трубадурку. Весь город об этом судачит. Возвращаясь к плотнику. Тело привез Евстахий, наш сборщик останков. Можете с ним поговорить, я только что его видел. Он за углом около... О, мое почтение, ваше преподобие. Что это за люди? Я, кажется, ясно сказал, никого не впускать. Ни под каким предлогом. Я знаю, но это друзья покойного. Они хотят забрать тело. И речи быть не может. Уведи их отсюда. Немедленно. А это кто такой? Пожелаете, ваше преподобие? Господа, прошу за мной. Вам придется выйти другим путем. Почему ты нас прикрыл? Я прикрыл себя. Если бы преподобный Натаниэль вызнал, что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения, у меня были бы неприятности. Но ты об этом не подумал, Йоахим, правда? Как всегда. Нет, ну, может, я и не одобряю вашего самоуправства, но я тоже хочу, чтобы убийца кончил жизнь на виселице. Так что, если я что узнаю по этому делу, я дам вам знать. Угу. Спасибо. Угу. Этот Натаниэль, он кто такой? Мерзавец. Как и всякий, кто носит одеяние Церкви Вечного Огня. Согласна. Большинство из них становятся мерзавцами еще до того, как ударятся в религию. Вполне его случай. До Церкви Вечного Огня Натаниэль был палачом. Особенно он изощрялся в пытках женщин. Кошмар Затем какой. иерарх Хеммельфард назначил его смотрителем мертвецкой. Он отвечает за контакты с храмовой стражей, надзирает за кремацией, проводит погребальные службы в храме на острове и так далее. Угу. Мечта, а не работа. Мог бы сказать, что знаешь Корнера. Может, мы бы избежали прогулки в каналах. Я его знаю и поэтому избегаю. Вот и все на эту тему. Чтобы я что-то рассказала? Блин, я считаю, что не все. Я все же продолжу тему. Что вас связывает? Это старая история. Но если вы настаиваете... Вы слышали о студенческих протестах в 1242-м? Я их возглавлял. А Губерт донес на меня властям, и я очутился в тюрьме. Ага. Вот и вся история. Что будете делать теперь? Ниточек много. Мастерская этого плотника, сборщик тел, который его нашел, переулок, где напали на Присциллу. Есть чем заняться. У меня тоже. Боюсь, я должен возвращаться в больницу.
но буду держать за вас кулаки. Надо заканчивать серию. Без тебя глаз Немножко вот долго у нас тут пошло. Так, давайте в следующей серии мы продолжим наше расследование. Будем искать убийцу, кто напал на Присциллу, да и вообще вот эту маньячью, которая людей тут всех режет. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.